Так, что начнем, а? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодня у нас в гостях Александр, создатель вот этого замечательного, ну это сложно назвать самокатом, но пускай будет электрический самокат Восток-1. Вот. Сейчас он расскажет о своем детище. Блин, я текст не готовил. Да, их не надо это. Это просто самокат, который я решил сделать, ну, так как я видел это дело. Вот, то есть задача была в форм-факторе самоката запихать максимум мощности и максимум надежности. И, собственно, получилось примерно вот что-то такое. Насколько я понимаю, основной материал здесь D16T, все сделано на ЧПУ фрезере. Насколько я понимаю, вот это вот у нас титановые трубы в VT1.0. То есть в этом самокате, как я понимаю, сочетается легкость и прочность. Ну, легкость относительная, конечно. Вот, он весит 78 килограмм. Вот, но зато на нем можно реально дропать с метра-полутора и без каких-либо последствий для конструкции. Ну да, сегодня мы попробуем немножко его испытать тут, если не убьемся. Ну, я по крайней мере, я мощность убрал наполовину, на всякий случай. Но потом надо на всю, жарить на все деньги. Вот, здесь такая интересная подвеска. Вот, посмотрим, как она по убитым дорогам держит себя. Ну, вообще штука красивая, такой прям... Красивый образец, дорого-богато, я бы так сказал. Посмотрим, как едет. И, насколько понимаю, у него как-то рулевая колонка складывается, да? То есть его можно, в принципе, в машину влезает. Складывается полностью, еще руль загибается. Вот, но едет он на самом деле лучше, чем выглядит. Да не, он выглядит неплохо. Едет еще лучше. Сейчас попробуем. Насколько я понимаю, у него максимальная мощность, ну, по крайней мере, электрическая 25 киловатт, и где-то до сотки он может за 6 секунд разогнаться. Ну, да. Гипотетически. В теории. Ну, у меня самое быстрое получилось за 6,5 секунд, но до 60 километров просто было страшно нажать на газ полностью, чтобы не перевернуться. Ну да, в принципе, колесики еще маленькие, но это же все-таки самокат. Ну, вот. Я специально заднее колесо вынес относительно первой версии практически на 7 сантиметров назад, чтобы меньше козлил. Вот, но надо, видимо, стойку как-то подбирать, вот, чтобы загрузить перед, чтобы он не переворачивался. Ну, с такой мощностью, скажу, это, конечно, вещь специфическая, да, прям для истинных любителей. Вот. Ну и, насколько я понимаю, по пробегу он может проехать около 100 километров, если по равнине, да по асфальту. У него батарея 22С, да? Да, 22С, 60 ампер часов. Да, как его, литий NMC LG Chem, вот. И как бы это хорошая вещь. Вот здесь вот есть еще зарядник прям на нем. Да, 3 киловатта вкачивать может, да? Да. Это от одной фазы из сети. Да, то есть за 2 часа 100% зарядится. Замечательно, замечательно. Ну, прям такой самокат для путешествий. Ну, насколько я понимаю, это прототип рабочий, можно сказать, да? То есть... Да, то есть, чтобы запускать серию, я бы очень много бы поменял. Ну да, тут надо побольше технологичности, наверное, тогда, чтобы как бы... Ну, это да, но зато он очень ремонтопригодный. Его даже если просто скинуть со скалы, можно отремонтировать, заменив только поврежденные детали. Ага. Ну, а если есть... Это как его тик-сварка, то, хотя это же D16T, он не варится. Тогда варится, но... относительно. Условно варится. Вот. Так. Ладно, пока хватит. А что есть за контроллер стоит у нас? Контроллер от ядреной электроники.
Ядреная электроника. В отличие от других самокатов, тут реально положительная прогрессия, и подвеска работает прям идеально. Да, здесь такая вот хитрая подвеска. Господа, посмотрите, как амортизатор расположен. Но сейчас испытаем, как она отрабатывать будет. Я думаю, все-таки кочки он хавать будет нормально. Да, он отлично хавает кочки. Угу. Ну, все-таки, да, у него и вес есть, и т.д. Но вот по сравнению с этим малышом, он даже меня тянет, но в горку, правда, с ноги расталкиваться приходится. Это и... Кстати, есть у моего товарища, у Романа, какой-то тоже китайский образец полноприводного самоката, правда, не помню здесь, да, который километров 8 сдает, тоже неплохой, но помельче, конечно, не помню, как называется. Ну, я, честно, против концепции полноприводных самокатов. Ну, это тоже какая-то странная вещь. Да, никто же не пытается сделать полноприводный мотоцикл. Бывают. Красачи бывают с этим там у них абсолютно другая концепция. Да. Это чтобы месить грязь. Да. Вот. А на самокате тяжело грязь месить. Вообще для другого. Это точно. Это, по факту, тот же паркетник с возможностью там съехать на проселочную дорогу. А не то, что там поехал по пересеченке сквозь лес. Ну что, господа, давайте попробуем эту штуку испытать. Вот. Так, а как мы испытываем? Стойки надо поставить вот пяточки вот сюда, вот симметрично. Ага. И встать гордо вот так вот. Ну я понимаю, я просто своей лапкой пока стрём. Ну ладно, я сейчас еще адаптироваться надо, короче. Надо просто резину прогревать на старте. По кочкам как едет. Хавает нормально. Ну вообще пипец. Да, надо привыкать. Ну, хавает он хорошо. Это, конечно, для дюжи отмороженных парней. Проедем, интересно, по лежачке. Не, мне просто, да, надо без задних тормозов стремновато. Ну, слушай, ну полтинник он едет довольно-таки, так сказать, комфортно даже с этой... Что? Прыгает задний в объезд, то есть такая кусочек дороги. Ну а что не прыгать, там дорога такая всратая. Ну итак, господа, что сказать вам? Скажу так, я охренел, конечно, как он ускоряется. Конечно, к нему надо привыкать, потому что прям, стрёмно. И погода такая, я бы сказал, не для обучения. Очень скользко, снег идет, грязища. Но он меня прям порадовал своей управляемостью. Ну, мне немножко тяжело, потому что у меня под левой рукой у него задний тормоз, мне поэтому только передним приходилось тормозить. Но ускорение дикое, я еще не на все, мне еще не всю мощность включали. 60%. Да, 60%, и то приходится руль загружать и назад вставать. Ну, таких самокатов я еще не видел, конечно, он ускоряется, прям как спортбайк, вот можно так спросить, то есть сказать, можно так сказать. Короче, вещь
Как по подвеске? Подвеска замечательная, с такими маленькими колесами, по кочкам ехал, прям отрабатывает, переднее колесо не проваливается. Ну, короче, управляемость хорошая, но надо, на самом деле, хотя бы километров 200 на нем проехать, вот было бы сухо вот здесь, по дорогам. Потому что мне немножко боязливо, что это буду передним тормозом оттормаживаться, заюзит его, ну, как бы... Ко всему привыкать надо. Ну вот по такой убитой дороге полтинник, на нем ехать вполне комфортно. Руль хорошо стоит, для меня это вообще удобно, высоко. Такой, скажем, туристический, люксовый самокат. Я не знаю, самокатом его сложно назвать. Я не знаю, какая-то новая категория транспорта. Вот. На самом деле, есть, как я понимаю, прямой его конкурент, это Орион самокат, да, называется? Да не, на самом деле прямых конкурентов нету. То есть Орион это абсолютно другой класс. А он меньше, я просто его не видел. Он легче. То есть там же еще по весу, насколько я понял, ограничения там где-то в каких-то странах. Вот. Здесь не, реально в таком классе это единственный самокат. Ну, на нем, как понял, удобно на дальняк ехать, то есть все-таки он... Да, просто тут действительно широкая дека, и можно спокойно поставить две ноги рядом и расслабленно... Да, то есть ты стоишь вот так вот, а не как на... Не пойми на чем. Можно даже ноги на ширине плеч поставить. Ну да. Ну такая вот вещь получилась, мне очень понравилось. Надо думать, что с этим дальше делать. Запускать, так сказать, массовое производство. Вот. Хочу еще уточнить, что он проехал 5000 километров уже. Да, вот этот образец вот 5000 проехал. То есть, да, видите, он... и я даже еще тормозные колодки не менял. Покрышка передняя стерлась, покрышку новую поставил. Вот, а так, в принципе, все еще выглядит как новый. А какие-то поломки такие явные были или нет, если по-честному, за 5000? Не. Супер. Тут сложно что-то сломать. Тут изначально проектировалось так, чтобы надо было менять только расходные материалы, типа там тормозных колодок, покрышек, ну, возможно, амортизаторы, а остальное можно передать по наследству внукам. Да, и, господа, я вам хочу напомнить, что здесь хитрый двигатель, собственной вот разработки Александра. Здесь в нем используется жидкостное охлаждение. То есть вот эта вот часть вот этой вот, как ее назвать-то, платформы, она является и радиатором. То есть это очень, так скажем, хорошо. Двигатель точно не перегреется даже вот, в жарких условиях. Вот так вот. Подобная система охлаждения реализована на снегоходах, у них, на горных, у них в хвосте, так называемый снеговой радиатор, также сделан. Это очень хорошо, никаких доп. Радиаторов нет. И можно двигателю мучить, особенно, насколько на подъемах. Он как раз проектировался для катания в горных условиях, когда еще очень жарко. То есть, я вот по Ялте на нем сколько не ездил, перегреть двигатель в принципе не получилось даже летом. Супер. Вот, да, это вот еще двигатель потом на стенде обкатать, посмотреть реально его характеристики. Тут тоже интересно, сколько он выдаст реальной мощности. Ну, надеюсь, вот у нас Михаил стенд собирает, надеюсь, скоро дособерет. А то будет руками вал зажимать и по ощущениям тестировать. Ну так вот, господа, смотрите, какие штуки делают у нас люди. Вот. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. До скорых встреч.